Энциклопедия по ремонту ПК, часть 6, сборка компьютера, и мы сейчас говорим об установке привода и винчестера в наш системный блок. Для установки привода в нашем инвине есть такие вот ушки в передней панели. Мы их аккуратно отгибаем и таким движением приоткрываем нашу переднюю панель. Она достаточно легко вытягивается. И вот мы видим изнутри, что у нас заглушечки под 5-дюймовые отсеки также ушками отщелкиваются. И теперь мы можем закрыть переднюю панель. Опять также вставив в пазы. И захлопываем такими вот хлопками. Оно должно защелкнуться. Теперь берем привод. И устанавливаем в 5-дюймовый отсек. Судя по отверстиям крепления, у нас есть два варианта установки. Либо вот такой, либо утопленный. Ну, по внешнему виду последний мне нравится больше, и я думаю, на нем остановлюсь. Теперь мы подбираем болты, которые у нас с мелкой резьбой. В предыдущем уроке мы о них говорили. Подбираем их, собственно, тут 4 штуки. И закручиваем. Ну, я рекомендую с этой стороны закрутить все 4 болта для надежности. В хороших дорогих корпусах, начиная вот с инвина и дороже, с ответной стороны, с обратной, я болты не кручу, поскольку металл хороший и толстый, привод и сам по себе держится. Ну, вы это можете проверить, понажимав на кнопку открывания. Если вместе с ней привод не двигается, значит он хорошо зафиксирован. Если вы взяли дешевый корпус, что я на самом деле не рекомендую, ну, если уж так случилось, или вы собираетесь в дешевом корпусе, с обратной стороны у нас также есть два крепления под привод. Это будет дополнительное ребро жесткости, если вы их закрутите. Ну, здесь я считаю, что это излишне. Теперь наша корзинка под винчестер. Вот у нас есть винчестер, запакованный еще, только-только с магазина, открываем его. Здесь находятся разъемы, и мы аккуратненько прикладываем. В данном случае у нас на корзине есть маркировка под, ну, то есть отверстие под винчестеры 2,5. Это ноутбучный вариант, и винчестеры 3,5 это уже вот самый тот наш вариант. Можно куда-нибудь положить его. Совмещаем отверстия и закручиваем . Закручиваем винты с крупной резьбой. Под винчестеры всегда используются только такие.
корпусах, где корзина предусматривает боковую установку винчестера, мы используем крепежные отверстия, находящиеся с торца нашего жесткого диска. Ну, у нас как бы тут конфигурация такая, что мы устанавливаем еще и SSD-диск. Если у вас нет крепления под 2,5-дюймовые винчестеры, то используется вот такая вот металлическая железочка. Она идет обычно в комплекте с SSD-дисками. К ней прикручивается SSD-диск и потом устанавливается в разъем для 3,5-дюймовых винчестеров. Ну, также тут вот стандартные боковые крепления. В нашем случае нам повезло, и у нас есть крепление под SSD-диск прямо на нашей панельке. Точно так же совмещаем отверстия, но тут уже используем болты с мелкой резьбой. Вот у нас получился такой бутерброд из винчестера и SSD-карты. Их я рекомендую крепить на все возможные болты, которые вы найдете. Это, во-первых, уменьшит вибрации в процессе работы, создаваемые винчестером, и улучшит теплоотдачу. Аккуратно крепим нашу корзину. И закручиваем ее крепежные болты. На этом наш урок закончен.